непростое время. В эпоху невообразимых технологических достижений человечества, позволяющих людям, находящимся на разных концах земного шара, общаться между собой, видеть друг друга, иметь доступ к информации о событиях, происходящих во всех уголках планеты, причем это происходит быстро и сразу. Люди получают возможность легкого перемещения из одного места в другое, пересекать границы, через которые также текут товары и капитал. Возникают невиданные возможности взаимного культурного, цивилизационного обогащения. Однако все то, что получило название глобализации, создавая для стран и народов благоприятные возможности успешного развития, которые опираются на опыт и возможности преуспевших, высокоразвитых государств, несет с собой немалые издержки и само по себе не приводит к ликвидации бедности, нищеты, болезней, войн, катастроф, преодолению конфликтности, враждебности и соперничества. Наряду с золотым миллиардом на Земле по-прежнему существует и миллиард нуждающихся людей, не имеющих доступа к чистой воде, нормальной пище, здравоохранению и достойному образованию. Некоторые, располагающие огромными ресурсами культуры, стремятся навязать всем некие единые цивилизационные эталоны, что встречает сопротивление со стороны подвергающихся этому культурно-информационному натиску группы народа, ассоциирующих себя с их исконными ценностями. Собственно говоря, об этом уже здесь во всех выступлениях говорится. Болезненную реакцию со стороны населения мусульманского мира, как мы знаем, вызывают агрессивный секуляризм и исламофобия. Особенно пагубны попытки навязать цивилизационные ценности, которые изображаются как универсальные, военные. Несмотря на усилия мирового сообщества, в которых активную роль играет и наша страна, продолжается оккупация Палестины и ползучая аннексия палестинских земель. В то же время в немусульманском мире, как, впрочем, среди самих мусульман, рассматривают в качестве одной из главных угроз безопасности, и об этом мы тоже здесь слышали, деятельность экстремистских и террористических группировок, самовольно и незаконно присваивающих себе право выступать от имени ислама. Означает ли это, что прогноз о конфликте цивилизаций разбивается? Думаю, оснований так считать пока нет. Но сегодня мир оказался перед лицом целого ряда новых рисков и вызовов, как глобального, так и регионального и национального порядка. Глобальный экономический кризис больно ударил как по развивающимся, так и по развитым странам. Потерпели финансовый крах государства, которые еще недавно были донорами для программ развития стран Азии и Африки. Потрясением для всего мусульманского, да и не только мусульманского мира, явились события арабской весны, в ходе которой ярко проявилось стремление народов к свободе и справедливости. Этому стремлению нельзя не симпатизировать. Тот факт, что в целом ряде государств впервые имели место свободные выборы, безусловно, является важным достижением их народа. Однако прямая интервенция в отдельных странах, социально-политический инжиниринг со стороны ряда иностранных держав лишь способствовали воцарению хаоса и роста конфликтности. Расползание оружия после гражданской войны в Ливии и усиление окопавшихся там элементов Аль-Каиды, исламского магнитизма, позволили экстремистам захватить контроль над севером Мали, уничтожая там памятники всемирного культурного наследия, как уже бывало в истории. Вызывает беспокойство как обострение межконфессиональных отношений, так и нарастание внутри конфессионального противостояния. В результате этого целый ряд государств стали покидать веками жившие там христиане. Так, к сожалению, произошло в Ираке. Весь мир заговорил о шиитско-суннитском конфликте, хотя еще недавно за пределами мусульманского мира люди не очень разбирались в разнице между направлениями в исламе и различными толками ислама. Стали говорить о суннитской оси, о шиитской оси и так далее. К сожалению, все эти разговоры, особенно когда они ведутся людьми, не понимающими, о
о чем они говорят, приносит только вред и самим мусульманам, и их престижу за рубежом. В Египте и в Тунисе, как известно, на выборах победили исламистские партии, позиции которых также усилились и в других странах. Однако разобщенность и соперничество различных направлений в исламе подрывает надежды народа на лучшее будущее. Трагедия Сирии, в которой жертвами начинающейся гражданской войны стало множество ее граждан, разрушается экономика этой прекрасной страны, касается всех нас. Думаю, что позиция нашей страны в отношении этого кризиса безупречна со всех сторон. Она основана на уважении права народа самому решать свою судьбу, уважении международного права, недопущении внешнего вмешательства, необходимости прекращения насилия и началу инклюзивного диалога, в котором участвовали бы все силы, за каждой из которых стоит определенный сегмент общества. Все эти события не могут не затрагивать мусульманскую умму России и других государств СНГ, где уже ощущается, как мы слышали, мрачное и тяжелое дыхание радикалов, которые хотели бы вовлечь наши мусульманские общины в братоубийственное противостояние. В этом весь трагизм ситуации и суть угрозы. Угрозу, которую особенно для государств Центральной Азии несет и продолжающаяся нестабильность в соседнем Афганистане, которая может усугубиться с уходом оттуда войск коалиции. Не говоря уж о таком общем для нас бедствии, как наркотрафик. В этих условиях, с учетом нашей общей исторической памяти, общего цивилизационного наследия и перспективах создания Евразийского союза, где одной из основ может явиться единое религиозно-цивилизационное пространство, как мне кажется, необходимо консолидировать усилия всех мусульман СНГ в интересах гармоничного развития, сохранения и упрочения традиционных ценностей нашего исламского наследия, которые долгие века обеспечивали сосуществование и сотрудничество всех конфессий и национальностей. Именно эти ценности способны избавить нас от бед, которые несут с собой радикализм, нетерпимость, апология насилия, исключительности и враждебность к религии. Для противостояния угрозам, которые несет осложнившаяся обстановка в некоторых частях мусульманского мира, важно развитие исламского образования, в котором, думается, обязательно присутствовал бы общеобразовательный компонент, и где акцент делался бы на следовании лучшим образцам национального исламского наследия. Великие татарские, центральноазиатские, азербайджанские, северокавказские алимы создали сокровищницу мыслей, на которые могут поучиться и за рубежами нашего цивилизационного пространства. В сложившихся условиях, с одной стороны, России предстоит выстраивать отношения с новыми, так сказать, силами, пришедшими к власти в странах, где произошли перевороты, в том числе и исламистские. С другой стороны, необходимо уберечь российское мусульманское сообщество от влияния инородных для него концептов, а также от втягивания в чужие идейно-политические войны, угрожающие не только гармоничному сосуществованию конфессиональных и этнических групп в нашей стране, не только нашей общей безопасности, но и самому благополучному существованию мусульманской уммы. Это задача, которую предстоит решать и государству, представляющему интересы всех групп населения страны, и самим мусульманам. Необходимо уделять внимание запросам и нуждам мусульманского населения нашей страны, обеспечивая его комфортное существование, а также отражению посягательств извне на его самобытность и культурное состояние. Обладая богатейшим культурно-религиозным просветительским наследием, гораздо более привлекательным для современного человека, чем многие транспортируемые из цивилизационно чуждых нам стран идеи, мусульманское сообщество России само могло бы оказывать влияние на исламское зарубежье.